Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать в нашу уютную одесскую кухню. Какая боль, какая боль. Какие-то команды там 5-0. А у нас сегодня авторская, мясная, солянка, сборная от Одессита на кухне. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. И посмотрите, какие игроки у нас на поле. Сразу же большая тарелочка здесь кидается в глаза. Здесь курочка, у меня свиные язычки. Ну и как всегда пойдем вот отсюда от зеленого предмета. Это соль, подсолнечное масло, черный перец. Вот здесь жидкость как раз по утру иногда тоже неплохо, но это рассол от огурчиков. Майонез, можно сметану. Здесь вот острый перчик, каперсы тоже с рассольчиком. Маслинки, лавровый лист, томатная паста, лук, лимон, баночка огурцов. Ребята, все буду говорить сколько, не буду описания, просто сколько. Вот здесь у меня литровая банка огурцов, вот от них рассол. Зелень, петрушечка, укропчик. Здесь вот такая вот интересная тарелочка, сверху вот такая вот очень приметная колбаса в виде некоторых предметов. Это краковская, ребята, колбаска, конечно. Здесь вот под краковской колбаской все мы любим кушать бутербродики. И вот у меня оставалось по чуть-чуть от того, от всего, от той колбаски, от любительской, от сосисочек, от сарделечек, от копченой, от солями какой-то. И вот здесь это все я потихонечку, что оставалось, я нарезаю всегда в кулечек и в морозилочку. И вот как раз почему насобиралась уже серьезная сборная команда наших одесских улиц вот здесь вот в моей тарелочке. Ребята, ну в общем-то все. Теперь нужно ваши драгоценные руки и маленькие мои знания, как приготовить мою авторскую солянку. Не судите строго, будем готовить пошагово. Сейчас немножечко раздвину, что не нужно, что-то в холодильник. Сразу скажу, зелень пока мясо не нужна, отправьте, чтобы она не вяла в холодильник. Так все остальное, в общем-то, выживет. Итак, увидимся. Помыл курочку, помыл язычки, разные кастрюльки. Ребята, сразу кто смотрит, я люблю, вы можете это не делать, но я взял, вот вы заметили, что говядины у меня не было, а я взял говяжьи косточки такие, и вот взял целый казан, где-то у меня, наверное, на литров 5 казан, даже чуть больше, 8, может быть, 5-8, забил костями, там жилочками для сушефа, и сварил бульончик. И на косточках, косточки достаточно мясные, будет еще у меня говядина. Вы можете не делать, кому нельзя, навары от костей, не делайте это. Делайте просто вот как я делаю на курочке, на свиных язычках. Можно говяжий язык взять тоже вместо свиного. Это все взаимозаменяется. Вот у меня сегодня курочка, бедерная часть. Сразу скажу, сколько раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек, ребята. 7 штучек уже бедро нету кости. И 3 язычка свиных. Я говорю, одна колбаска краковская и набор, чем больше обрезков у вас останется от колбасок, сохраняйте их, разных колбасок. Может и сыровяленые быть, какие угодно. У меня в этот раз больше вареных колбасок и сосисочек. Ну, краковская есть. Можете заменить краковскую на какую хотите, но главное, чтобы она была копченая. Все, я отправляю в разные кастрюльки курочку варить. Курочку я отправляю сразу в основной казан, хотел сказать, в основную посуду, в основную кастрюлю. Вот такая у меня большая кастрюля на литров, наверное, 12-13. Отправляю курочку сюда, вот прямо при вас, еще раз пересчитаю, вдруг ошибся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бедрышек, ребята. Вот не буду описания делать, вот прямо как 3 язычка в другую кастрюлю. 2, здесь не ошибусь, потому что точно помню, что просил в магазине 3 язычка. Ребята, смотрите, и там шум буду снимать, включаю, варю до средней такой готовности, не до полной готовности, такая средняя, чуть-чуть больше готовности, чтобы можно было резать удобно. И она еще, посмотрите, будет доготавливаться. Язычки, кто любит пожестче, можете где-то часик поварить свиные язычки. Кто любит, говяжий побольше варится, где-то часа 2 говяжий варится. Кто любит более такие маслянистые язычки, 1,5-2 часа тоже можно для свиных язычков. Смотрите сами, на ваш вкус, на ваш выбор. Все, ставим варить.
Здесь обязательно шум хорошо снимаем, нам бульон от курицы не нам, вы можете, допустим, делать и просто на воде это, достать курицу, вылить бульон, если и более диетическое получится. Я буду делать на курином бульоне, еще добавляя говяжий бульон. И от говяжьих костей, напоминаю, у меня там будет мяско. Все, ставлю варить и отправляю остужаться. А в процессе этого всего мы будем дальше готовить заготовочки и моменты, которые нам нужны для нашей соляночки. Увидимся. И начинаем мы с нарезок. А нарезка я начинаю... Некоторые скажут, а что ты лук не почистил? А не почистил, потому что у меня, вон, посмотрите, сколько колбаски. А некоторые скажут, еще, говорит, ну и что, что-то, она же уже нарезанная. Говорит, все, уже можно ее туда, вот они, кубики нарезанные, там колбаски, все нормально. Нет, ребята, в моей солянке и в Одессе любят помельче. Вот я перерезать буду. Тоже кто-то скажет, а что ты сразу не перерезал? А потому что я иногда использую эти большие кусочки для горячих бутербродов, а там нужно немножко побольше. Вот и все ответы. А для вас как раз вопрос, знатоки. Напишите в комментариях, чем отличается солянка мясная сборная от мясной солянки. Вот будет интересно тоже услышать. А я, конечно, в комментариях обязательно отвечу, кто правильно сделал ответ, а кто неправильно сделал ответ. Все, ребята, режем и возвращаюсь к вам. Курочка, язычки еще варятся. Нарезали мы уже мои остатки, как я говорю, из колбасок для бутербродов я использовал. Ну, сегодня я вот для моей сборной соляночки использую такой отряд. Приступаем к краковской колбасе, ребята. Разрезаю краковскую, если здесь я произвольными кусочками меленькими. Краковскую я обычно еще мельче режу. Она у меня как специя для аромата идет. Потому что чесночок вот так вот разрезаю. Вот так вот. О. Затем эти со шкурочкой я позже нарежу. И вот покажу на примере этих. Вот так я еще разрезаю полосочками. Я люблю солянку, ребята. Я не люблю вот это, знаете, вот такая картошка в солянке. Там еще картошку некоторые кидают в солянку и все остальное. Я люблю, чтобы в ложке было все. Вот как в ложке, как в окрошке. Вот так у меня в сборной мясной солянке. Вот примерно так. Она пустит жирочек и будет классным ароматом и специя для нашей соляночки. Все, перерезаю, возвращаюсь и дальше продолжаем. Курица отправилась на балкон остывать. Бульончик куриный у нас остается. Язычки еще минут, наверное, 10-15 будут вариться. И дальше я режу огурчики. Хвостики чик-чик. И абсолютно... Ребята, смотрите, как вы хотите. Я люблю, вот, чтобы немножечко огурцы были видны. Вот где-то вот такими вот моментами я режу огурцы. Люблю, чтобы были видны огурцы. Потому что все-таки огурцы, это ж соляночка. И расскажу самый главный секрет моей соляночки. Вот где-то так. Где-то не дорезал, значит дорежу. Все, перерезаем огурцы. Почему и какие споры, может быть, вы со мной поспорите. Вот я расскажу свое мнение о солянке. Где соль, где кислота и где вообще что нужно в солянке. Добавлять побольше лимона, либо, может быть, лимонной кислоты, либо рассола. Поговорим об этом еще. Вот, посмотрите. Это все от говяжьих косточек я обобрал. Я люблю с хрящиками, хрящики, можете хрящики выкидывать, но мяса тут тоже достаточно. И я в моей соляночке всегда первую вот это вот косточки обобрал, где-то не доварились, может быть, хрящики, чтобы они не хрустели, не дай бог. Я резал, они масляные, да. Но в первую очередь вот в бульон, который я сварил, бульон от костей у меня отдельно, если надо буду добавлять, в бульон от курочки, который мы сварили, я отправляю нашу говядинку, чтобы она немножечко проварилась. Вернусь к вам. И наши язычки остыли, сварились и остыли, свиные. И вот короночка моего блюда, язычки. То же самое, друзья. И я вот сейчас смотрю, вот режу.
тоже вижу, может быть, недоварен. Вот для меня, допустим, не очень масляные язычки. Я сейчас порежу и отправлю в кастрюльку вместе с говяжьим мясом. То же самое режу. Ребят, не люблю большими вот этими шматьями солянку. Вы готовьте как хотите. Хотите крупнее. Я люблю, чтобы вот просто была такая, знаете, идеальная одесская окрошка из мяса под названием солянка сборная. Это просто мой авторский рецепт. Я люблю, обожаю. Готов кушать и с утра ее, и вечером, и в обед. Ребятки, вслед за говядинкой отправил язычок. Нарезал. Ну, мне недостаточно маслянистый. Я хочу, чтобы он немножко еще такой, знаете, вязкий был. Отправил вариться. Дальше делаем зажарочку. Начинаем нашу зажарочку с лучка. Меленько режу лук. Вот таким вариантом. Все, нарежу, вернусь к вам. Разогрели сковородочку. Самую большую я беру сковородочку. Наливаю маслица подсолнечного. Вот так вот. О, хорошо налили маслица подсолнечного. Распределили, чтобы... Вот я всегда распределяю на большой сковородке по краям, чтобы не подгорало. Все, у нас лучочек нарезанный меленько. Здесь остатки лука. Все, друзья, сейчас мы просто отправляем в первую очередь хорошо обжариться лук. Ну, хорошо, это слово для каждого свое, а для меня, конечно, хорошо. И вот лучочек до нежно-золотистого цвета моего обжарился. И я в первую очередь отправляю вот этот весь набор из моих сборов, как говорится. Сборы спортивные. Ребята, не могу держать левой рукой. Отправляю вот как есть. Извините. Стеклянная посуда, вы все видите. Вот так вот. И жарю, ребята, жарю на быстром, максимально быстром огне. Все обжариваю до последнего кусочка. Перемешивая, конечно, вместе с луком. Все, процесс пошел. И у нас обжарилась первая порция наших колбасок, которая была ассорти, который я нарезал с каждым бутербродиком один кусочек сюда. Отправляю краковскую колбасу. Вот так вот. Вот сюда прямо. И дальше продолжаю обжаривать. Да, смотрите, краковская колбаса холодная. Это хорошо. И вот сейчас она пустит жира, много жира. Ребята, нам жир не будет нужен, мы потом уберем его. Но сейчас будем обжаривать с краковской колбасой. Вернусь к вам. И это еще не все. Здесь лук, колбаски ассорти и краковская колбаса. Краковская колбаса обжарилась. Посмотрите, что происходит. Какой аромат. Я не могу вам передать через камеру. Даже через звук не могу передать. Мне кажется, уже я весь пропитался этим ароматом. Томатная паста. Туда же. И дальше минут 5-10 обжариваем и выключаем, друзья. Томатная паста должна обжариться со всеми продуктами. Увидимся. И погнали дальше, ребята. Смотрите, все тут у нас все хорошо. Здесь зажарка, а там уже язычок с говядинкой. И остается куриные перышки, как я говорю, нарезать. И при том же нарезать, они уже остыли очень хорошо, как и все остальное. И наш язычок с говядинкой доварился. И только сейчас мы закидываем соленые огурчики. Отправляем их. Литровая баночка. Литровая баночка соленых огурчиков отправилась наша солянка. Здесь бульон от курочки, говядины, мясо говядины и язычок. Продолжаем готовить.
И за нашим язычком, говядиной и огурцами отправляем курочку. И здесь у нас вся почти что солянка, кроме зажарки. И вот зажарочка наша. Здесь куча колбасок, краковская колбаса, лучочек и, конечно, томатик. Отправляем ложечка за ложечкой. Это вот просто как, знаете, зернышко по зернышку. Вот так вот. Вот сюда отправляем. Вернусь к вам. Итак, ребята, все. Здесь все, кроме соли, перца и всего остального. И еще лаврового листа. Лавровый лист сюда же. Пусть немножечко проварится. Соляночка почти что готова. Она настоялась красиво, но нам нужно приготовить. Я немножко зелени здесь нарубил, ребята, уже до того как. Вот у меня здесь от кабачков тарелочка, извините, такая вот. И нам нужно лимончик еще. Лимончик сделать. Вот у меня есть половиночка лимончика. Я для чая использовал. И сейчас буду для соляночки. Отправлю лимончик красиво. Смотрите. А здесь это для меня, пожалуйста. И маслиночки. Маслиночки у меня полувяленые. Не просто маслины, а полувяленые. А иногда лучше использовать вяленый для моей авторской солянки. Традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. Ну, наверное, не анекдот, а реалии нашей жизни. Самая вкусная еда – это остывшая жареная картошка с чугунной сковородки ночью, пока мяс никто не видит. Наша соляночка готова. Настоялась. И посмотрите, что. Мешаем это все вместе. Вот так вот. Просто перемешиваем. Все в ложке. Ну что, пробуем? Чтобы не разлить. Конечно, вот так вот. Все попробуем. Ребятки, у меня маслины с косточкой. Аккуратно зубы. Не буду лишать моего оператора тарелки солянки, потому что съем все сейчас залпом, потому что так вкусно, вы себе не представляете. А с вами была Одессит на кухне. Люблю, целую, обнимаю, с пальчиками, с колокольчиками. Ребятки, давайте друзей, знакомых, всех на канал. Мы будем готовить лучше и лучше для вас. До скорых встреч, друзья.